5 апреля 1942 года в одном из лесов Новгородской области рухнул сбитый в воздушном бою советский самолет-истребитель Як-1. Вскоре штабной писарь, сделав ошибку в фамилии, печатает на пишущей машинке: «Пропал без вести младший лейтенант Марисьев». О случившемся сообщают в Саратов, где жила мать сбитого летчика. В то же время полуживой пилот продирается через глубокие снега и овраги. Вокруг лес, холодно, нет никакой еды. После падения разбита голова и, кроме того, раздроблены обе ноги. Здесь, вдали от цивилизации, шансов на выживание у тяжело раненого крайне мало. Однако 25-летний истребитель Алексей Маресьев решает побороться с судьбой. Более того, он твердо намерен снова покорить небо. Сегодня расскажем эту историю. Перед тем, как начнем, только напоминаю, по ссылке в описании собраны способы, как можно бесплатно обойти российские блокировки. Спонсирует это дело MaxSwap, который выпускает криптовалютные карты, работающие за границей. Алексей Маресьев родился 7 мая 1916 года между Саратовом и нынешним Волгоградом. Его молодость пришлась на время, когда вся страна горела авиацией. Миллионы юношей из провинциальных городов и деревень мечтали стать летчиками. Не был исключением и Алексей. Однако профессия требовала крепкого здоровья, которым подросток похвастаться не мог. Еще в детстве он перенес малярию, причем с осложнениями. Молодой человек вообще часто болел. Он не раз подавал документы в летное училище, но медкомиссия предлагала ему забыть о небе раз и навсегда. Путь в летчике в итоге прошел через Дальний Восток. В 1934-м Маресьев отправился в Комсомольск-на-Амуре на строительство авиазавода номер 126, нынешний завод имени Гагарина. Здесь, при производстве, Алексей смог заниматься в аэроклубе. После аэроклуба Маресьев уже умел летать, но на срочную службу его призвали авиамехаником, и более 2 лет он обслуживал самолеты на земле. Только в 1939-м прямо из армии Маресьев смог поступить в школу военных пилотов. Начало войны он встретил инструктором, готовившим молодое поколение. На фронт он попал в августе 41-го. Тогда военно-воздушные силы Красной Армии были попросту разгромлены. Да и на земле фронт вовсю сыпался. Маресьеву пришлось воевать на Ишачке, безнадежно устаревшем истребителе И-16, который почти во всем уступал немецким Мессершмиттам. В день было по 7-8 боевых вылетов, предельная нагрузка для летчика. К счастью, встречаться в бою с мессерами Маресьеву тогда не пришлось. Его посылали на штурмовку наземных целей. В марте 42-го Маресьев пересаживается с Ишачка на Ястребок, на Як-1, более современный истребитель и самолет нового типа. На новой машине летчик участвует в Демянской операции. Красная армия пытается окружить немецкую группировку под Новгородом. И очень важно нарушить снабжение по воздуху. 1 апреля Маресьев открывает свой боевой счет, сбив немецкий транспортник Ю-52. 4 апреля пилот Яка уничтожает сразу 2 вражеских транспортника. А 5-го его жизнь делится на до и после. Апреля 42-го Алексей Маресьев вылетает на прикрытие штурмовиков, получивших приказ атаковать наземные цели под Демянском. Подобные задания на прикрытие самые сложные в истребительной авиации. Истребитель скован в маневре, ведь не имеет права оторваться от прикрываемых самолетов. Защищая штурмовики, Маресьев попадает под огонь 2 вражеских истребителей. У Ястребка пробит мотор. Высота 800 метров. Внизу позиции немцев. Маресьев изо всех сил пытается перетянуть подбитую машину через линию фронта. Самолет с кашляющим двигателем снижается и проходит точку невозврата, когда для прыжка с парашютом уже не хватает высоты. Выбор, куда садиться, невелик – лес или болото. Наконец Маресьев замечает поляну. Он выпускает шасси, но тут двигатель окончательно глохнет. Машина резко опускается. Шасси задевают макушки деревьев, самолет переворачивается и врезается в лес. Як разлетается на куски. Удар настолько сильный, что пристегнутого ремнями летчика выбрасывает из кабины. Он бьется головой о камень и теряет сознание. Очнулся Маресьев весь в крови. Кожа на голове висит лоскутом. Ноги изранены. В стороне от себя он видит людей и стоящие прямо в лесу самолеты. Алексей зовет на помощь, но после этого люди и самолеты растворяются словно мираж. В полубреду он расстреливает остатки своего самолета из пистолета.
Ему кажется, что он должен так поступить, чтобы те не достались немцам. Мучимый галлюцинациями, он начинает брести к своим. По пути Моресьеву видится то девушка с ведрами, то знакомый авиатехник. То ему кажется, что он не в заснеженном лесу, а на родном аэродроме. Лишь на 10-й день видения прекращаются. Когда голова прояснилась, Моресьев смог сориентироваться по солнцу. Теперь он понимает, где восток, а значит, знает, куда двигаться. Но как долго предстоит выбираться из леса, непонятно. За все время после падения у Моресьева не было ни крошки во рту. Он истощен. Ноги не только ранены, но и обморожены. На дворе начало весны. Днем глубокий снег начинает подтаивать, отчего летчик промокает до нитки. Ночью же бьют морозы, и одежда и обувь леденеют. После 10 дней Моресьев уже не может нормально идти. Он едва переваливает ноги с помощью толстой палки. Потом ползет. А когда не остается сил ползти, начинает перекатываться через бок. Впоследствии знаменитый писатель Борис Полевой сильно приукрасит Одиссею Моресьева. Придумает и охоту в лесу, и поиск ягод, и целую банку тушенки, и целебные отвары, которые Моресьев якобы готовил себе в пустой консервной банке. В реальной же жизни в лесу не было ничего, только бесконечный снег. Но Моресьев не сдавался. Отгонял от себя дурные мысли о пистолете с 2 патронами. Понемногу, по чуть-чуть, но продолжал продираться через буреломы. Здесь прервемся на объявление для тех, кому интересна история Второй мировой войны. У нас про это есть книга. Нельзя отрицать, Вторая мировая до сих пор продолжает влиять на нашу с вами жизнь. Ее эхо проходит сквозь поколения. В честь победы в России названы улицы, по всей стране раскиданы около 1000 мемориалов вечного огня в память о погибших солдатах. Да и по всему миру вы то там, то тут увидите памятники Второй мировой. В Лондоне, Берлине, Чехии, на Гавайях и Окинаве, в Ухане, Пхеньяне, Сингапуре, почти повсюду. История Второй мировой – это наша с вами история, и для тех, кто хочет в ней разобраться, мы решили создать собственный такой учебник с максимально консенсусными историческими данными и красивыми иллюстрациями. И это первый том нашей серии. Над ним работала та же команда, что делала сериал по Второй мировой на моем канале. Мы проверяли каждую деталь, посмотрели сотни архивных фотографий, чтобы иллюстрации в книге были максимально точными. Создание первого тома заняло у нас 7 месяцев, и это без учета наработок, сделанных в процессе создания сериала. А мы над ним работали 4 года. Первый том рассказывает о причинах Второй мировой и о том, как она началась. Как повлияли Версальский договор и мировой кризис, что привело Гитлера к власти, как началось все с аншлюза Австрии, а потом дошло до захвата Польши и Франции, что делали Британия и СССР, как именно началась Великая Отечественная. Книгу мы сделали максимально, интересно и легко читаемо. Она вся с иллюстрациями, на каждой странице иллюстрация, которую мы делали, вложив в это много сил и внимания. Доставляется книга по всему миру, кроме Беларуси. Это не тот случай, когда надо ждать выхода всей серии. Создание второго тома мы будем финансировать из продаж первого. Так что покупайте книгу, у нее отличное качество, тем более скоро праздники, прекрасный будет подарок. Вы также можете поддержать наш проект. Если вы пожертвуете $100, мы пришлем вам второй том из самого первого тиража. А за пожертвование в $1000 ваше имя окажется в списке благодарности в конце второго тома, и вы получите его с моим автографом. Важно добавить, покупать книгу в России законно, вы ничего не нарушите, купив ее. Покупка это не конфиденциальная. Могут, например, утечь базы службы доставки, как уже бывало. Секрета тут сделать не выйдет, но мы продаем книгу легально и законно, покупатели ничего не нарушают. Ссылка в описании. Алексей Моресьев проводит в лесу 18 дней. Он не знает, да и не может знать, что к югу от места падения находится небольшая деревня Рабежа. Моресьев решает идти на восток и в итоге попадает в самые безлюдные места в округе. Писатель Полевой еще в красках опишет схватку летчика с медведем. 22 апреля Моресьев выбирается к прифронтовой деревне Плав, к югу от Валдая. Но обнаружившие его местные жители испугались, решив, что перед ними немец. Летчик не может говорить и объяснить, что он свой. Деревенские убегают, оставив Моресьева в лесу.
Чудом на уже умирающего Моресьева наткнулись двое молодых ребят – Сережа Малин и Саша Вихров, которые признали в нем советского летчика. Они приводят подмогу. Пилота перевозят в одну из изб, где за ним ухаживают 2 дня, пока не приезжают военные и не забирают в ближайший госпиталь. Состояние летчика критическое. Его переводят из госпиталя в госпиталь, а затем за Моресьева берется известный профессор медицины Николай Теребинский. Профессор спасает ему жизнь, но обе ноги ниже колена приходится ампутировать. Пережив несколько операций, Моресьев получает 2 протеза в августе 42-го. В те времена протезы очень примитивны, годятся, чтобы кое-как передвигаться, опираясь на тросточку, но о полноценной жизни речи не идет. Однажды медсестра приносит Алексею Моресьеву журнал с заметкой о британском летчике Дугласе Бадере. В 1931-м он пережил крушение самолета, также лишившись обеих ног. И, несмотря на это, стал одним из самых известных авиаторов Англии. А в дни битвы за Британию одним из лучших истребителей Его Величества. Моресьев сохраняет вырезку из журнала. Она ему еще пригодится, чтобы доказать начальникам – летчик без ног может летать. Но сначала предстоит убедить врачебную комиссию, и Моресьев не просто учится ходить на громоздких протезах без трости, но танцевать. И доктора выносят заключение – допустить до пробных полетов на У-2. Это был тихоходный двухместный кукурузник, известный тем, что прощает ошибки в управлении. Моресьеву, конечно, этого было мало. Он собирается вернуться в кабину истребителя. Однако командиры не обращают внимания на разрешение врачей. Никто не хочет брать на себя ответственность, доверяя самолет инвалиду. При том, что инвалид этот вышагивал настолько бодро, что о его недуге старшие командиры узнавали лишь из документов. В итоге пилот идет на дерзость. Просто запрыгивает на стол членов военной комиссии. В июне 43-го Моресьев возвращается на фронт. Курская битва в самом разгаре. Жестокие сражения идут и на земле, и в небе. Моресьев получает новейший истребитель Лавочкина. Но и в гвардейском авиаполку ему поначалу не доверяют. Летчики-истребители работают парами, поддерживая друг друга в бою. Командир полка выстраивает подчиненных и спрашивает, кто хочет летать в паре с инвалидом, шаг вперед. Из строя не выходит никто. В итоге на Моресьева обращает внимание один из командиров эскадрильи, летчик-ас Александр Числов. Он берет Моресьева в пару на несколько боевых вылетов, а затем назначает в напарники к Сергею Петрову. Тот относится к происходящему скептически, пока в одном из боев Моресьев не спасает ему жизнь. Петрову на хвост сядет немецкий Фокке-Вульф, выпустит по самолету Петрова несколько очередей, разобьет кабину и ранит пилота. В последний момент подоспевший Моресьев уничтожит немца. Петров дотянет до аэродрома и вернется в строй. Всего же Алексей Моресьев за годы войны лично собьет 10 немецких самолетов, 7 из них после госпиталя. Уже в августе 43-го ему будет присвоено звание Героя Советского Союза. Мы упомянули популярного советского писателя и военного корреспондента Бориса Полевого. Полевой встретился с Моресьевым еще в годы войны. В 46-м он выпустил книгу «Повесть о настоящем человеке», и так о летчике узнала вся страна. Произведение это не документальное, а художественное. Кроме того, изменилась фамилия главного героя. Алексей Моресьев какое-то время числился как пропавший Моресьев, а в книге вообще стал Мересьевым. Вскоре этот персонаж заживет собственной жизнью и станет героем фильма и даже оперы Сергея Прокофьева. Реальный же герой в 46-м ушел в запас звания майора, хотя потом ненадолго вернулся на службу. Моресьев всерьез увлекся лыжами, коньками, ездой на велосипеде и плаванием. Даже Волгу переплывал, много ездил по стране и миру. Часто выступал, был одним из главных лиц в советском ветеранском движении, но вел себя скромно. Ему нравилось встречаться с повзрослевшими Сережей и Сашей, которые нашли и спасли его в лесу. Сережа этот, Сергей Малин, сам был призван на фронт, получил ранение и дошел до Берлина. 8 мая 1967-го в Александровском саду был открыт новый мемориал «Могила неизвестного солдата». Вечный огонь зажигал глава государства Леонид Брежнев, но факел к Кремлевской стене доставил Алексей Моресьев. Его не стало 18 мая 2001-го. На эту дату был назначен большой праздничный вечер, посвященный 85-летию героя. Вечер состоялся как памятный.
Со сцены объявили: за час до начала мероприятия Алексей Моресьев ушел из жизни. Алексей Петрович скончался. История знает многих людей, сохранивших себя в подобных обстоятельствах, когда, казалось бы, легко потерять волю к жизни. Летом 43-го, когда Алексей Моресьев вернулся в строй, в госпиталь убыл другой летчик-истребитель Иван Леонов. Он тоже был тяжело ранен, в небе над Курской дугой. Ему целиком ампутировали левую руку. В итоге Леонов сам себе сделал наплечный протез, который в кабине крепился к рычагу управления двигателем. Сюда шарнир. Он одевался и сюда застегивался этот колпачок, чтобы не соскакивал. И, оп, пожалуйста. Пусть не на скоростном истребителе, а на небесном тихоходе У-2, Иван Леонов тоже смог вернуться в небо. Выполнял задания на фронте, совершил десятки боевых вылетов, а после войны вместе с женой усыновил 5 детей, чьи родители погибли на фронте, и прожил долгую жизнь. В Вооруженных силах Украины до 2003 года служил генерал-полковник Василий Петров. За всю Великую Отечественную войну всего лишь около 100 человек дважды стали героями Советского Союза. А Петров дважды героем стал, не имея обеих рук. Он потерял их в 43-м, но через год вернулся на передовую, командовал артиллерийским подразделением, дошел до Германии. Там за 2 недели до конца войны лично повел в атаку батальон, вновь был тяжело ранен, снова выжил, продолжил службу, стал кандидатом военных наук. В независимой Украине был заместителем командующего ракетными войсками и артиллерией. Такие истории можно рассказывать по-разному. Проще всего увидеть военный героизм, ведь каждый из них сражался против страшного внешнего врага. Но прежде чем вступить в бой с одушевленным неприятелем, им пришлось победить чувство бессилия и беспомощности, доказать свою цельность и полноценность. Причем не немцам, а товарищам. И в первую очередь самим себе. До завтра.